Всем добрый день, с вами Татьяна. Прежде чем перейти к новой модели, я хочу произнести речь. Ам, Позвонил внук и говорит: «Бабушка, ты что, не видела, что у тебя 100 тысяч подписчиков на канале?» А я несколько дней не заходила в аналитику. О, настолько была удивлена. Да, канал перешагнул 100-тысячный рубеж с вашей помощью, дорогие подписчики. Всем спасибо, девчонки, мальчишки, за подписки, за комментарии, за добрые пожелания. Всех, кто был со мной с самого начала, поддерживал меня в трудные минуты, такие тоже были, когда хотелось все бросить. Так что пойдем сейчас за кнопкой и будем шагать, вязать дальше. Ну вот, краткая речь, как вроде бы в школе, в актовом зале себя почувствовала. А сегодня, что я буду сегодня вязать? Значит, переходим теперь к делу. Вот такая вот у меня модель сегодня будет. Такие вот дельфинчики. Связаны, смотрят в одну сторону. Обнаружила это, когда начала вязать вторую пару уже. Ну, так вот получилось, не в зеркальном отражении, поэтому вот так вот. Верхняя часть мысок у меня связана тунисским вязанием. И боковые части тоже. Остальное я все буду вязать спицами. Почему я вяжу спицами? Потому что легче подобрать размеры, и они тогда на 2-3 размера спокойно подходят. Значит, для вязания мне понадобится крючок номер 2,5. Спицы у меня будут номер 3. Так, пряжа. Пряжа у меня вот остатки пособирала. Куча тут целая. Это акрил, турецкий акрил, в 100 граммах 250 метров и 240 метров. Значит, какие цвета я сейчас схему выведу на экран. Цвета можете посмотреть по схеме, может оттенки у вас будут другие. Я весь мысок провяжу попетельно. Кто знает, как вязать по схеме, можете сразу же перемотать, посмотреть дальше. На размер они у меня будут 39-40 в этот раз. Да, большой размер. Значит, верхняя часть на размер 37-38 тоже проходит. Единственное, что будем вот эту вот длину увеличивать. Или убавим 2-3 ряда, если размер меньше 38-го убавим. Я в процессе вязания, где прибавить, где убавить, на какие размеры, оглашала это все. Поэтому сейчас так вот вкратце расскажу, а также все детали измеряла в сантиметрах. Вот так вот. Значит, так, пряжу спицы назвала. Вот такая вот красота. Ну что, переходим к вязанию. Переходим к вязанию. Значит, приготовила крючок, нарезала вот ниток, коротких таких отрезков метра по 2. Я подвязываю нитки, у меня клубочков нет, потом просто в конце ряда каждую эту нитку вытягиваю. Так намного проще, и получается, что не запутываются. Так, это все на угол положу. Вязать я буду вот по такой схеме. Так, какой-то ребенок, наверное, сделал мозаику. Вот, схема с интернета. Значит, смотрите, только сейчас обратила внимание, что я буду вязать оба дельфина у меня будут смотреть в одну сторону. Ну, ничего страшного. Вот так вот. Оба у меня будут в одну. Значит, кто хочет вязать в зеркальном отражении, вот у меня начало ряда. Если вязать в зеркальном отражении, начало ряда будет вот здесь. Вот первый, и пошли дальше. Это будет конец. Или же перевернуть схему, вот на окошке тоже просвечивает. Видно, я просто фломастером разрисовать опять все. И вот уже можно вязать тогда сначала. Будет тогда проще. Кто не может, наоборот, читать схему, вязать. Значит, можете сделать скриншот. Кто может вязать по схеме, вяжите по схеме. Я провяжу попетельно. Надеюсь, что терпения хватит до конца озвучить это все, провязать. Можно остановить видео и заскриншотить. Я также расположу схему в сообществе на канале, но, к сожалению, не у всех сообщество открывается. Поэтому вот. Или вяжите вместе со мной, или делайте скриншот. Так, а теперь переходим к вязанию. Набираю цепочку с 15 петель. Значит, если размер 36-37, наберите 13 петель. Я провяжу сейчас 4 ряда. Также провязать 4 ряда, а потом просто еще сделать прибавки дальше. Я на свой размер набрала 15 начала мыска. Ну, а дальше 25 петель будет ширина. Пусть остается такая же. Так, набираю цепочку 15 петель. Первую петельку сильно не затягивайте, чтобы потом было проще.
Набрала. Так, теперь ввожу крючок в каждое звено и вытягиваю петельку. Так, идем до конца ряда. 15 петель у меня будет, как я уже говорила. Так, довязываю до конца, последняя. Подхватила. Теперь возвращаюсь обратно. Я захватываю ниточку и сразу через первые 2 петельки протягиваю. Сильно крайне затягиваю. Я не делаю дополнительно петли один раз и второй. Я сразу через 2. Опять захватила. Первая, вторая. Первая, вторая. Так я возвращаюсь обратно. Начало ряда иду. Со следующего ряда я начну делать в начале и в конце ряда по одной добавке, одному накиду. Буду расширять мысок. Так, теперь первая на спице. Я петли считаю вместе с вот этими кромочными. Так, вторую провязала. Можно делать накидом, накид на себя добавлять. Или же вот из протяжки между 2 петельками поднимаю петельку. Добавила одну. Далее вяжем до конца ряда. Ввела крючок под петельку, вытащила. Ввела, вытащила. Так, остается у меня сейчас 2 петли. 1, 2. Добавляю еще одну. Подняла, добавила. Одну провязала. И последняя. Здесь первый ряд узел не завязала. Не очень удобно. Вот 2 дужки я буду вводить. Вытащила. Захватываю ниточку. И опять первая и вторая. Протянула. Не забываем накид провязывать. Возвращаемся обратно в начало ряда. Значит, так я провяжу сейчас 4 ряда, а потом перейду к узору. В каждом ряду буду делать одну добавку накид. Расширим. Так, провяжем 4 ряда, встретимся. Так, довязываю я 4-й ряд до конца. Значит, осталась последняя кромочная петелька. Я сразу ввожу вот такой песочный цвет. В этом ряду мне понадобится 3 цвета. Голубой, вот такой вот песочный по схеме, и белый. Значит, потому что сейчас начало ряда у меня сразу будет, вот смотрите, вот этот вот цвет такой идти. Ну, точно похоже не смогла найти, поэтому более-менее близкий к теме. Так, сразу протянула. Значит, теперь этот основной цвет у меня вот был такой светлый. Его можно убрать, потому что дальше у нас будет идти разноцветие. Он нам сейчас не нужен, чтобы эта нитка не мешала. Какой у вас цвет? Может, другой цвет был. Так, я это сразу сейчас отрежу. Значит, так, первые 14 петель провязываю вот этим вот песочным цветом. Так, схему вот здесь положу. Опять делаю одну прибавку. Одну провязала. Одну добавила. Вместе с прибавкой у меня будет 14 петель. Провязываю. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Далее 3 петли белым цветом. Два, три. 3 белым провязала. И 6 петель
голубым. Вместе с кромочной и вместе с прибавкой. 1, 2, 3. Одну добавляем. 4, 5. И последняя. Одну дужку подняла. И вот вторую подняла. Под 2. Захватила. Вытащила. Возвращаюсь обратно. Сейчас провяжу первый ряд обратный ход. Далее я обратный ряд снимать не буду. Вяжем по узору. Голубой над голубым, белый над белым. Ну и так далее. Каждый цвет над своим цветом провязываем. Так, вот здесь эти ниточки вот так перебрасываю. Так, все, возвращаемся в начало ряда. Первый ряд провязали. Так, второй ряд узора мне понадобится темно-желтый цвет. В этом ряду я прибавки делать не буду. Один ряд свяжу без прибавки, чтобы немножко закруглить мысок. Последнюю петельку сейчас сразу провяжу вот этим вот темным цветом, темно-желтым цветом. Так, теперь далее вяжем желтым. Так, 1, 2, 3. Этот цвет провели, перекинули ниточку. 4, 5, 6, 7 петель провязали желтым. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ой, одну лишнюю. Пошла по схеме пересчитала. Все правильно. Одна кромочная и 7 петель провязала желтым. Далее 4 петли песочным цветом. 1, 2, 3, 4. 3 белым. И оставшиеся петли до конца ряда провязываем голубым. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и кромочная 8. Провязали. Захватываю ниточку, возвращаюсь в начало ряда. Так, самостоятельно идем в начало ряда. Третий ряд узора. Так, в этом ряду нам понадобится коричневый цвет для пальмы, для дерева. Также добавится синий цвет. Синим я его назвала, потому что будет еще темно-синий. Значит, 2 цвета вот добавится. Сделаю сейчас последнюю прибавку. Сейчас у меня на спице на крючке 23 петли. Добавлю по одной, будет всего 25. Значит, теперь это кромочная. Кромочная. У меня узор всего, смотрите, по узору у меня всего 23 клеточки. Поэтому кромочный теперь буду считать отдельно. Так, вот мы находимся на третьем ряду. Сейчас 3 петли у нас желтым цветом идут. Продолжаем вязать. Я схему перед собой не ложу, потому что у меня сбивается ракурс, мутно сразу становится. Телефон теряется, куда, наверное, смотреть. Или на вязание, или на схему. Так, первая кромочная. Теперь 3 петли желтым провязываем. Одну провязала, одну добавила, еще одну провязала. Далее 3 коричневым. Две желтым, темно-желтым.
2 песочным. Вначале у нас вот был этот песочный цвет, бежевый, песочный, как его назвать. 3 белым. 4 петли голубым. 4 голубым провязали. Далее 1 синим. 1 синим провязали, 2 голубым. 2 синим. 1 провязываю, 1 делаю добавку синим цветом. 1 провязала, 1 добавила. В конце по схеме у нас 1 голубая. Я заканчиваю ряд голубым цветом. 1 голубую провязала и кромочную тоже голубой. 4-й ряд узора. Так, продолжаем. Здесь нам понадобится темно-синий цвет, сразу приготовим. Первая на спице. Далее 3 петли темно-желтым цветом провязываем. 1, 2, 3. Провязали. 2 коричневым. Опять 2 темно-желтым. 1 песочным. Вот бежевый песочный цвет у нас был. Это последняя петелька будет. Провязываем. Потом его уберем, этот цвет, чтобы он нам не мешал. Далее 2 белым. 5 петель голубым цветом. 1, 2, 3, 4, 5 голубым провязали. 1 синим. 2 голубым. 1 синим. 1 голубым. 1 темно-синим. 'И заканчиваю синим цветом. По схеме у меня 2 синим цветом провязала. И кромочную тоже провязываю синим. Какой цвет в конце у меня идет, такими провязываю последнюю петельку. Точно так же в начале делаю. Каким цветом начинается по схеме у меня ряд, таким цветом провязываю первую петельку. Так, это у нас был 4-й ряд, закончили. Возвращаемся теперь в начало ряда. Так, возвращаюсь в начало ряда. Бежевый цвет еще не закончился. Я говорю, что он закончился еще у нас вот сколько по схеме. 1 ряд, 5-й ряд еще будет бежевый цвет. Поэтому я сейчас эту ниточку, вот когда буду возвращаться, переброшу, чтобы потом не делать большой протяжки. Так, и последнюю сейчас провяжу вот этим вот бежевым цветом. Переходим на 5-й ряд. Первая на спице кромочная, провязываю песочным бежевым 3 петли. 1, 2, 3. 3 провязала, 2 коричневым. 1 песочная бежевая. 1 белая. Далее голубым цветом вяжем 6 петель голубым цветом. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1 синим. 2 голубым. 1 темно-синим.
2 голубым, ой, 2 синим, темно-синим провязали, далее 2 синим, 2 темно-синим, 1 синим и последняя по схеме темно-синим. Если немножко переставили здесь цвета, ничего страшного. И последнюю кромочную провязываю тоже темно-синим цветом. Так, захватываю ниточку, возвращаюсь в начало ряда. Это у нас был 5-й ряд. Так, возвращаюсь в начало ряда. В конце ряда вот белый цвет переброшу, потому что новый ряд начнется с белого цвета. Последнюю петлю провяжу белым. Так, 6-й ряд у нас. Кромочная на спице. 3 петли провязываем белым цветом. 1, 2, 3. Провязали. 2 коричневым. 1 белым. 5 петель голубым цветом. 1, 2, 3, 4, 5. Провязали. 2 синим. 2 голубым. 2 синим. 2 остальные петли до конца ряда провязываем темно-синим цветом. 6 петель должно быть. Так. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Провязали. И последнюю кромочную по 2 дужки отхватываю, вытащила и возвращаюсь обратно. Так, 6-й ряд. Возвращаемся в обратно. Вот сбоку ничего не стягивает. Вот такая вот косичка у меня здесь получается. Седьмой ряд узора. В этом ряду нам понадобится серый цвет. Сильно темно-серый не берите. Вот у меня такой светло-серый, средний тон. Значит, поехали. Первая на спице. Далее 3 петли голубым цветом. 2 коричневым. 7 петель голубым. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 петель провязали голубым. 2 синим. 2 темно-синим. 2 синим. 1 голубым. Осталось далеко. Я подвяжу сейчас еще одну голубую ниточку. Вообще-то не буду подвязывать. Протяну, потом подхвачу в следующем ряду. 1 голубым провязали. 1 темно-синим. 1 серым. 1 темно-синим.
Так, по схеме последняя клеточка должна быть просто синим цветом. Я не буду его протягивать, чтобы не делать сильной плотности. Довяжу этот ряд до конца темно-синим цветом. Предпоследнюю темно-синим и кромочную довяжу тоже синим, естественно. Так, провязала. Это у нас 7-й ряд. Возвращаемся в начало ряда. Захватываем 1, 2. Опять захватила. Меняем цвета и вяжем. 8-й ряд узора. В этом ряду нам понадобится зеленый цвет. Так, первая на спице 3 петли голубым цветом провязываем. 1, 2, 3. 3 коричневым. 3 голубым. 1 зеленым. 4 синим. 2 голубым. 1 синим. 1 темно-синим. 2 синим. 2 дальше у нас 2 серым. Темно-синий, 2 синим и 2 серым. И заканчиваю ряд синим цветом. 2 синим провязала и последнюю кромочную довязала. Так, это у нас какой? 8-й ряд. Довязываем до конца, возвращаемся в начало ряда. Что я тут наделала? 9-й ряд узора. Черный цвет сразу приготовим, что потом не искать понадобится. Так, в начале ряда подвязала новый синий цвет. Первая на спице 4 петли синим цветом провязываем. 1, 2. Ой, куда залезла? 2, 3, 4. Провязали. 4 синим провязали, 2 коричневым. 2 голубым. 1 синим. 1 зеленым. 2 голубым. 1 синим. 5 петель темно-синим цветом. 1, 2, 3, 4, 5. Провязали. Так, далее 2 серым. 1 белым. Я белый цвет отрезала, теперь подвяжу его опять заново. 1 черным. И в
конце ряда синий цвет. Заканчиваем синим цветом. Одну черную провязали. Так, синий далеко, я закончу темно-синим. Так, 9 ряд это закончили. Возвращаемся все по узору. Так, что у нас тут сзади получилось? Ну, вот это мои протяжки, которые я забыла подхватить. Значит, если эти хвосты мешают, я поотрезала ненужные нитки, их сразу можно позаправлять под петельками, позапутывать. Ну, я когда отвяжу мысок, потом это сделаю. Значит, возвращаемся в начало ряда по узору. 10 ряд узора. Так, что у нас здесь? Понадобится сейчас темно-зеленый цвет. Был зеленый, он немножко светлее, этот немножко темнее, темно-зеленым его назвала. Значит, так, первая на спице, 4 петли провязываю синим цветом. 1, 2, 3, 4. Далее 2 коричневым. 2 синим. 2 зеленым. 1 голубая. 1 синяя. 1 темно-зеленая. Так, далее вяжем синим цветом 7 петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Провязали. 1 белым. 1 серым. И в конце заканчиваю темно-синим цветом. Какой тут у меня близко. Ага, вот синий цвет. Вот так я и закончу синим. 1 провязала и последняя кромочная. Под 2 дужки провязали. Все. 10 ряд закончили. Идем обратно. 11 ряд узора. Первые 4 петли провязываем синим цветом. Первая кромочная на спице, 4 петли провязываем синим. 1, 2, 3, 4. 3 коричневым. 1 синим. 2 зеленым. 1 синим. 2 темно-зеленым. 2 синим. 2 синим. Провязали 4 темно-синим. 1, 2, 3, 4. Провязали. 2 белым. 1 серым. И заканчиваем синим цветом, темно-синим.
Так, одну провязала. И одна кромочная. Так, это что у нас? 11 ряд, 11. Довязали. По узору вяжем, возвращаемся в начало ряда. Ну, вот картина маслом. 12 ряд узора. Сразу подвязала еще одну нитку темно-зеленым цветом. Одна петелька темно-зеленым. Далее 4 синим. Две коричневым. Одна синим. Две зеленым. Три петли темно-зеленым. Одна синим. Одна темно-синим. Одна белым. Две темно-синим. Две белым. Одна черным. Одна серым. И заканчиваем синим цветом. Последнее. Одну синим и одну кромочную синим. Это был 12 ряд. Закончили. Возвращаемся по узору в начало ряда. Провязываем. 13 ряд узора. Первая на спице. 2 петли провязываем темно-зеленым цветом. Провязали. 3 петли синим. 2 коричневым. 3 зеленым. 3 темно-зеленым. 2 темно-синим. 4 белым. 1, 2. Так, здесь можно сразу перебросить этот цвет. 3, 4 белым провязали. Одна черным. Одна серым. Последние 2 темно-синим. Какая здесь у нас темно-синяя у меня? Последние 2 темно-синим. Ну и кромочную, соответственно, тоже провязываю синим цветом. Так, это у нас какой был? 13 ряд. Провязали. Осталось немножко. Возвращаемся в начало. 14 ряд узора. Первая на спице. 3 петли провязываем темно-зеленым цветом. 1, 2, 3 провязали. 2 синим. 1 коричневым. 1 темно-зеленым.
2 зеленым, 3 петли темно-зеленым цветом, 2 темно-синим, 3 петли белым, 2 черным, 2 серым, 2 в конце 2 темно-синим у меня и последняя кромочная. 1, 2. Последнюю провязываем. Это у нас был 14 ряд. Закончили. Идем в начало ряда. 15 ряд узора. Первая на спице, одну провязываем синим цветом. Так, далее все вяжем темно-зеленым, не довязываем здесь одной петельки. Сейчас посчитаем, сколько здесь будет. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 петель. 10 провязали темно-зеленым, одну не довязали. Одна темно-синим. 4 петли белым цветом. Так, 1, 2, 3, 4 белым провязали. Одна черным. 5 петель серым цветом. 1, 2, 3, 4, 5. Сразу сейчас синюю надо перебросить, далеко осталось. 3, 4, 5. 5 серым провязали, и оставшиеся 2 петельки вместе с кромочной провязываю синим цветом. Так, довязываем до конца. Это 15 ряд. Возвращаемся в начало ряда. 16 ряд узора. Первая на спице, одна темно-зеленым, одна синим, 4 петли темно-зеленым, 1 зеленым, 2 темно-зеленым, 2 темно-синим, 3 петли серым, 1 черным, 'Далее вяжем серым цветом 6 петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6. И последних 2 синим и кромочная. Так, 16 ряд закончили. Возвращаемся по узору.
17 ряд узора. Первая на спице 6 петель провязываю темно-зеленым цветом. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ой. 17 ряд узора. Значит, первая на спице 6 петель провязываю зеленым цветом. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Провязали. Далее 3 темно-зеленым. Провязали. 4 голубых. Шесть петель серым цветом. Черный, белый можно уже отрезать. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. 2 не довязали. Далее 4 голубым. Ну и кромочную тоже провязываем голубым. Так, 17 ряд довязали до конца. Возвращаемся в начало ряда. Вот так у нас получается. 18 ряд узора. Первый на спице 2 петли провязываем голубым цветом. 3 петли зеленым. 3 темно-зеленым. 6 петель голубым цветом. Так, 6 провязали голубым. 3 серым. Так, далее я перехожу. У меня вот основной цвет был кремовый. Провяжу сейчас это все кремовым цветом. Где он у меня делся? Вот он. 2 петли светлым. Кремовый у меня. 1 голубым. 3 светлым. И кромочная. Все. 18 ряд довязали. Возвращаемся в начало. 19 ряд узора. Первая на спице. Далее все вяжем голубым цветом. Провяжем, пока у нас здесь вместе с кромочной в конце ряда не останется 6 петель. Все вяжу голубым цветом. Провязала 18 петель голубым цветом. Вместе с кромочной 19 будет. Теперь что у нас здесь осталось? Кромочная 1, 2, 3, 4, 5. 5 петель осталось. Провязываю их все вот этим вот светлым кремовым цветом. Два, 3, 4, 5 и 6 получается кромочная. Так, все, 19 ряд довязали. Вот так вот. Возвращаемся в начало ряда. 20 ряд узора. Первая на спице. Голубым цветом провяжем 14 петель. Так, в этом ряду нам понадобится желтый цвет вот такой.
Так, первая на спице, 14 петель провязываю голубым. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 провязала. Так, что у нас дальше? 6 петель кремовым светлым цветом. 1, 2, 3, 4, 5, 6 провязали. 3 петли желтым. Так, это у меня тут темно-желтый и яркий такой подобрала. 3 петли желтым провязали и кромочную. Так, все, 20 ряд закончили. Возвращаемся по узору. 21 ряд, первая на спице, 17 петель провязываем голубым цветом. Семнадцать петель провязала, 2 кремовым цветом, 2 петли, 1, 2, 1 желтым, 3 петли темно-желтым. И кромочную. Провязали. Возвращаемся к началу ряда. Это 21 ряд. Так, 22 ряд узора. 11 петель. Первая на спице. 11 петель провязываем голубым цветом. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 2 петли светлым кремовым цветом, 2 голубым, 4 кремовым светлым, 1 желтым, и 3 петли темно-желтым, и 1 кромочная. Так, 3 провязали, последнюю провязываем. Это 22 ряд, и остался у нас 1 ряд узора. Ура! Возвращаемся в начало ряда. Так, последний ряд, 23 ряд, значит, кромочная. Все вяжем голубым цветом. 1 кромочная, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 петель провязываем голубым цветом. Далее 6 петель провязываем кремовым цветом светлым. 1, 2, 3, 4, 5, 6 провязали. 1 желтым и остальные темно-желтым. Все, на этом закончили. Какие мы молодцы, кто связал со мной. Так, все, закончили. Сейчас возвращаемся в начало ряда. Потом перейдем на боковые стороны. Вот такая вот картинка получилась. Что сделаем? Зачистим сразу все хвосты. Попрячем все ниточки. Я вот уже постаралась. Узлы не завязываю, но если тут узелок просится, вот они 2 рядышком, я вот могу завязать. И попрячем вверх-вниз, подтянем, запрячем эти все хвостики.
опять вверх-вниз. Так, и вот эту точно так же под ниточками подтягиваем все это. Довязываем ряд до конца, зачищаем заднюю часть. Так, после узора я провяжу еще один ряд светлым цветом. Всего у меня в высоту будет 28 рядов. Так, что здесь? Первые 4 петельки пусть будут у меня голубым, чтобы резкого перехода не было. Остальные все до конца я провяжу. Основной цвет у меня вот такой кремовый. Довяжу до конца и вернусь обратно и пойду вязать боковую часть. Значит, у меня в ширину 25 петель. Посередине я сейчас оставлю 7 петель на разъем. И что у меня остается? По 9 петель по краям. Это будет немножко узковато, поэтому я сейчас 9 петель и одну вот добавлю с краю. У меня будет 10 петель на боковой части. 1, 2, одну добавляю. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Вместе с добавкой будет 10. 2, 4, 6, 8, 10. 10 петель вместе с добавкой. Значит, сейчас этих 10 петель буду вязать до самой пятки. Смотрите. Но так как у меня размер большой и нога немножко широкая, я провяжу 15 рядов. И вот здесь в конце ряда сделаю несколько прибавок. Расширю до 14. Если размер 37-38, можете продолжать вязать на 10 петлях до самой пятки, не добавлять. Я вернусь к вам, добавлю эти петельки. Это вот опять же по размеру. Так, значит, теперь что провязала 10 петель, точно так же захватываю ниточку и по 2 возвращаюсь обратно. Всего в высоту я провяжу 25 рядов. Если размер маленький, провяжем 36, 37, 23 ряда. Опять же, ориентируйтесь, примеряйте. Если размер больше 40, то 28 рядов. Так, первое, все. Теперь опять первая на спице. И поехали. Все над белым цветом вяжу. Кремовый у меня. Так, здесь опять точно так же под 2 дужки подхватываю. Вытянула ниточку, захватила. 2. Возвращаюсь, начала ряда. Так, вяжем боковую сторону. Вяжем, я к вам вернусь. Так, довязываю боковую сторону до пятки. Значит, я вот здесь сделала добавки, начиная с 15 ряда. Расширю, добавлю высоту задника. На 4 петли я расширю, не довязывая 2 петель. Точно так же, как я делала на мыске. Сделаю одну вот петельку, добавлю. Опять же, повторюсь, если размер маленький, можно этого не делать. Или всего лишь пару петель добавить, чтобы не был сильно высокий тоже. Все, добавила. И теперь через каждые 2 ряда добавляла по одной петельке, чтобы плавный вот этот вот переход был. Так, сейчас провяжу высоту, закрою петли, замерю это в сантиметрах. Довязала до конца нужную мне длину, закрываю петли. Одну провязала и протянула. Одну петельку провязала и протянула через петельку. Сильно не затягивайте, потому что потом будем набирать петли, чтобы не было сильно туго. Все, закончили. Так, теперь аналогично свяжем вторую сторону. Значит, сейчас мысок у меня высоту 11 сантиметров.
почти в ширину 8,5. Так, что у меня с боковой частью 9,5. Ну, вот до 10 не доходит. Так, теперь отсчитываю средние 7 петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 осталось. И одну я добавлю, будет 10. Так, набираю петельки с этой стороны. Вот этот хвостик сразу заплетем его между ниточками. Так, одну добавлю. Все, 10 петель у меня на спице. И продолжаю вязать вторую половину. Точно так же довяжу до конца 25 рядов. И закрою петли, нить обрезать не буду. И перейдем к обвязке верха. Первая на спице. Все, поехали, вяжем. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Довязала вторую половину, закрываю петли, последнюю петельку я протяну, вот закрою голубым цветом. Все, закрыли. Теперь дальше на круговые спицы номер 3 буду делать обвязку. Дальше буду вязать спицами номер 3. По всему следку я наберу петли. Значит, боковая сторона у меня здесь было 25 рядов. 25 петель я наберу. Здесь у меня было 28 рядов, соответственно, будет 28 петель. По мыску у меня будет 15 петель. Ну и точно так же на второй стороне. Так, с помощью крючка набираю петли под двумя дужками, вытягиваю петельку, подтянули. Так, наберу петли и обратный ряд по изнаночной стороне все провяжем лицевыми. Так, набираем петли и провязываем. Так, провязали по изнаночной стороне голубым цветом все лицевыми. Перешли на лицевую сторону. Как я буду вязать дальше? Второй ряд по лицевой стороне. Белым цветом, светлым, то есть вот этим вот кремовым, который у меня. Сейчас подтяну спицу. Так, второй ряд я вяжу, первую снимаю, одну провяжу изнаночной, нить перед работой, одну снимаю, не провязывая, одну изнаночной, одну сняла, одну изнаночной, одну сняла. Так провяжу все петли. Получится вот такой у нас пунктир. Так, одну изнаночной. Одну снимаю, не провязывая. Одну провязала изнаночной, одну сняла. Изнаночной сняла. Провязываем ряд до конца. Довязали ряд до конца. Переходим на изнаночную сторону. Так, это у нас будет третий ряд. Продолжаем вязать светлым цветом. Все полностью петли провязываю изнаночными.
по изнанке, третий ряд, все вяжем изнаночными. Вяжем до конца ряда. Перешла на лицевую сторону, пришла четвертый ряд, продолжаю вязать я белым цветом, опять провяжу все изнаночными петлями, и пятый ряд по изнаночной стороне белым цветом провяжу все лицевыми, а потом перейду на голубой цвет. Так, значит, сейчас провязываю один ряд по лицу все изнаночными, и по лицевой стороне все лицевыми провяжу. Так, вяжем. Так, довязываю пятый ряд по изнанке все лицевыми петлями до конца, довязала. И далее я буду все вязать лицевыми платочной вязкой. Вот что у меня получилось. Вот такая вот полоса. Значит, смотрите, сейчас что я сделаю. Все буду продолжать вязать лицевыми. Провяжу еще один ряд вот белым. Далее перейду на голубой цвет, довяжу до конца. В последнем ряду голубым цветом я по боковой стороне наберу петли на задник, на пятку. Сейчас довяжу до последнего ряда, к вам вернусь. Так, далее все продолжаю платочкой, вяжу лицевыми. Довяжу до конца, замерю в сантиметрах. Ай, петлю пропустила. Так, вяжем. Так, я сейчас вяжу последний ряд вот этой вот обвязки. Дошла до края. И по боковой стороне, по пятке наберу сейчас петли. Так, сколько она у меня здесь в сантиметрах эта обвязка? Ну, 2,5 сантиметра. Чуть больше, да, 2,5. Так, теперь на спицу под двумя дужками вытаскиваю ниточку, набираю петельку. У меня будет 18 петель. Потом перейдем на подошву, будем вязать подошву и сразу же переходим на пятку. Поэтому так будет проще, чтобы потом не набирать. Я сейчас вот сразу подниму петли. Так, набираем. Так, набрала петли, разворачиваюсь. И все полностью петли, вот до самого края, я провяжу лицевыми. Это у меня последний ряд будет. И точно так же наберу с этой, со второй стороны. Так, первую сняла. Все провязываем лицевыми до конца. Довязали вторую половину до конца. И точно так же набираю теперь с этой стороны петли. Под 2 дужки. Захватываю ниточку. Набрала. Наберу до конца петли и вернусь по лицевой стороне, провяжу их изнаночными петлями, а потом перейду на подошву. Так, провязываю все изнаночными. Так, закончила я, значит, изнаночными провязала, я нить обрежу. Теперь сейчас я начну вязать пятку, подвяжу здесь нитку. Можно, конечно, эту сторону провязать до пятки. Ой, извините, заговорилась, подошву, пятку, подошву. Значит, сейчас я на спицу наберу вот эти вот петли, пересниму, то есть подошву я начну вязать на средних 11 петлях, расширю до 15. Если размер маленький, оставьте 13 петель. Опять же, ориентируйтесь по своему размеру.
Так, вот эти вот петли сейчас я пересниму все. Вот эту ниточку здесь запутаю, зад вперед ее. Потом сзади там подвяжу, закреплю. Так, переснимаем на эту спицу. У нас 2 спицы будут смотреть на мысок, на подошву. Так, пришла я к подошве. Теперь 11 петель начну. Провязываю 11 петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 и 11 петельку я сразу закрываю со следующей петелькой, 2 вместе провяжу изнаночной. Так, теперь перешли на изнаночную сторону. Первую снимаю, опять провязываю 11 петель и 11 буду закрывать по изнанке лицевой петлей. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 провязала с петелькой с боковой спицы. 2 вместе провязала. Перешла на лицевую сторону. Так, первую сняла, вторую провязала, одну добавлю. Вяжем до конца ряда и добавлю одну еще в конце ряда. Не довязывая 2 петель, добавлю. Так, осталось 2 петли, добавила еще одну. Так, последняя. Закрываю с петлей с боковой спицы, 2 вместе провязала изнаночные. 13 петель сейчас у меня на спице. Можно продолжать вязать на 13 петлях, если подошва небольшая, не широкая нога или маленький размер. Я сделаю еще одну прибавку. Значит, так, опять перешли сейчас на изнаночную сторону. Первую сняла, все провязываю лицевыми. Сделаю еще одну добавку по лицевой стороне, а потом перейду, как я буду вязать. Вот так я буду вязать со снятыми петлями. У меня будет оно более плотное получается подошва. Я сегодня за день закатала вот это вот все видео. Видимо, к концу дня оговариваться стала, заговариваться. Так, довязываем эту подошву до конца. Так, перешли на лицевую сторону, провязываю. Расширила подошву. Теперь поехали вязать дальше. Первую снимаю. Одна лицевая, одну снимаю, не провязывая. Одна лицевая, одну сняли, одна лицевая, одну сняли. Так вяжу до конца ряда. Одну снять, одну провязать, одну сняла, одну провязала лицевой, одну сняла, одну провязала. И последний теперь последнюю петельку с петелькой с боковой спицы я буду провязывать 2 вместе лицевой. Закрыла, соединила, 2 вместе лицевой. Перешла на изнаночную сторону, первую петлю снимаю, все провязываю изнаночными по изнанке. Изнаночными петлями все провязываем. Последнюю петельку соединять буду теперь изнаночной петлей. Одну петлю с подошвы, одну петлю с боковой спицы, 2 вместе провязываю. Изнаночная соединила. Так, перешли на лицевую сторону. Опять первую снимаю, одну провязала, одну сняла, одну провязала, одну снимаю, не провязывая. Одну провязала, одну сняла, одну провязала, одну сняла. Так вяжем до конца ряда. Провязать, снять, провязать. Последняя петелька, 2 вместе провязала, соединила, перешла на изнанку, все провязываю изнаночной. По изнаночной стороне у нас все петли изнаночные. По лицевой стороне одну провязываем лицевой, одну снимаем, не провязывая. Значит, сейчас все, далее я буду вязать без изменений. Вяжем, соединяем всю подошву до конца, до самой пятки. Вот дошли подошву до конца, плавно переход у нас идет
на задник, закрываем полностью всю пятку, дойдем до самого конца. Потом я к вам вернусь, закроем петли, там немножко убавим петли. Так, что у нас здесь? Так, довяжу. Последние 2 вместе. Закрыла изнаночные, все. Перешли на лицевую сторону. Продолжаем дальше вязать. Первую снимаю. 1 лицевая провязали, 1 сняли, не провязывая. Нить за работой. 1 провязала, 1 сняла, 1 провязала, 1 сняла. Провязала, сняла, провязала, сняла. Так, вяжем подошву, заканчиваем. Так, и последняя. Закрыла лицевой. Мысок вот так вот будет. Так, провязала всю подошву, перешла на пятку, довязали пятку. Теперь в последнем ряду по изнанке я убавлю несколько петель, чтобы не был сильно широкий вот здесь вверх. Так, 1 провяжу, 2 вместе. Опять 1 провяжу, 2 вместе. И так до конца. 1 провяжу, 2 вместе. Так, последние 2 вместе провязала и закрываю петли. По 2 петельки закрываю. Так, закрываем петли. Ой, господи. Так, последние. Здесь 1, здесь 2 осталось. Эти 3 вместе я вместе закрою. Теперь голубым цветом по всему верху я наберу петли. Взяла крючок, вытащила петельку, набрала. Значит, наберу петли и 1 ряд, первый ряд провяжу все изнаночными, потом перейду на белый цвет и буду вязать все лицевыми. Провяжу всего 10 рядов. На 4 спицы набираю петли. Если будет сильно широко, вот этот вот объем, во втором ряду по 2 петельки равномерно можно сократить, убавить. У меня будет 68 петель. 68, по-моему, пересчитаю потом. Ну, я убавляла несколько. Так. Набираем, провязываем изнаночный ряд голубыми, провяжем голубым цветом и далее буду вязать белым. Значит, после того, как набрали петли, опять повторюсь, я провязала первый ряд все изнаночными, далее по кругу вязала все лицевыми петлями, высоту провязала 10 рядов, это у меня получилось в сантиметрах, почти 3 сантиметра не доходит. Теперь выворачиваю наизнанку, я уже половину примонтировала, вот так вот, хорошо растягивается. Так, вывернем, я по изнанке приметываю. В предыдущих видео более подробно есть эта обвязка. Я практически через одно видео так обвязываю. Поэтому в этот раз кратко показала. Так, теперь
Первая на спице. Одну петельку я снимаю. Подхватываю. Разравниваем это все. Вот подхватываю петельку первого наборного ряда. У меня голубым был наборный ряд. Подхватила. И протягивая ниточку, соединяю их. Опять одну сняла. Можно это делать иголкой, но мне так удобней. Подхватила. И соединяем. Так, соединим по одной петельке до самого конца. Попрячем все хвостики, и наши тапочки будут готовы. Раз вытянула и два вытянула. А я на этом буду сегодня заканчивать. Всем спасибо за просмотр, за подписки, за комментарии. До новых встреч. Пока-пока.